В США около 83 миллионов взрослых спят менее 7 часов в сутки, а это, между прочим, 25% жителей на момент проведения статистики. Что немало. Что уж говорить о России. По статистике НАФИ почти половина работающих россиян не высыпается по будням. В среднем россияне не высыпаются 4 дня в неделю. Привет, искатель. Ищущий да обрящет, как говорил Иисус ученикам своим. Неважно, ты здесь, потому что испытываешь трудности со сном или же просто проходящий мимо путник на просторах всемирной паутины. Можешь поставить этот ролик на фон и заниматься своими делами. А можешь попытаться под него заснуть, что будет довольно-таки в тему нашего разговора. Сегодня я бы хотел поговорить про сон. Тяжелая проблема. Как часто ты видишь комментарии под внезапно всплывающими роликами в твоей ленте по типу «Хей, почему я смотрю это в 3 часа ночи?» Складывается ощущение существования многомиллионной войны, невидимой, но изнурительной. Ты выключаешь свет, укладываешься в постель, и начинается боль. Бессонница, кошмары, утренняя разбитость и нехватка энергии в продолжительность всего дня. Что-то из этого наверняка тебе знакомо. В декабре 2018 года в 4 электронных базах данных был проведен поиск статей, опубликованных за предыдущие 10 лет. Жан-Филипп Шапут и его коллеги искали взаимосвязь между временем и регулярностью сна с показателями здоровья более или менее окрепших умов, начиная с 18 лет и старше. Этим же занимался Виджай Кумар Чату, проанализировав 111 статей. Результаты показывают, что более позднее время сна и большая изменчивость сна, как правило, были связаны с неблагоприятными показателями здоровья. Например, такими как повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарный диабет второго типа и ожирение, ухудшение психического здоровья, увеличение риска преждевременной смерти в 10 раз при сне менее 6 часов в сутки и много чего еще. Цель этого гайда лишь попытка помочь тебе, мой друг, ищущий истину в океане знаний, помочь и направить в своих поисках. Все источники будут в описании, а практические советы занесены в отдельный блок видео. Устраивайся поудобнее, мы начнем наш путь с некраткой исторической справки. Сон – это явление, интуитивно знакомое каждому человеку, но его значение и природа оставались предметом интереса и споров на протяжении всей истории человечества. В различных культурах древности сон воспринимался как магическое и таинственное состояние, а сновидения имели глубокую связь с духовным миром. Древние цивилизации искали объяснения сновидениям, основанные на мифах, религиозных учениях и философских размышлениях. В мифологии многих культур сны считались посланиями от богов или предков. В Древней Греции, например, Гипнос, бог сна, олицетворял глубокий покой, в то время как его брат Танатос представлял собой смерть. Эта двойственность подчеркивала близость между состоянием сна и переходом в загробный мир. Исследования показывали, что для древних греков сон и смерть представляли собой взаимосвязанные категории, которые объединялись субъектно-объектными отношениями, хотя и наделялись различными ценностными характеристиками. Древние греки придерживались мнения, что в состоянии сна душа продолжает свою деятельность, что подчеркивало важность сновидений как доказательство продолжения бытия за пределами физической жизни. Это давало основание предполагать, что во сне человек все еще воспринимает внешний мир, видя образы и идеи. Все это способствовало более глубокому анализу сновидений и их толкованию. Спонтанная связь между снами и оракулами также была заметна. Древние греки проводили ночи в храме, надеясь получить пророческие видения. Существа, являющиеся во сне, также воспринимались как важные. Люди считали, что даже после смерти родственники могут явиться во сне, обеспечивая таким образом связь между живым и мертвым. Сравнение сна и смерти стало особенно важным для философов и поэтов древнего мира. Гомер, например, в своих произведениях часто указывал на то, что сон и смерть взаимозаменяемы. Топос о долгом сне использовался для обозначения смерти, что подтверждало схожесть этих состояний. Такие представления вводили философов к размышлениям о границах между жизнью и смертью, а также о том, каким образом сны могут служить доказательством существования жизни после смерти. На пороге смерти герои Гомера часто обретали особые способности, такие как пророчество, что усиливало связь между снами и загробным миром. Периоды сна и предсказания желали разграничить, поскольку вместе с тем существовали идеи об оракулах, которые использовали мертвых для того, чтобы предсказать будущее живых. Одиссей, спустившись в мир мертвых, искал предсказания знаменитого прорицателя Тересея, что еще больше углубляет взаимосвязь снов и загробной жизни. Помимо ритуалов, связанных с оракулами, древние греки также практиковали инкубацию, метод, который использовался для получения исцеления и пророческих сновидений. Эта практика была популярна в святынях и у входов в мир иной, где жрецы проводили ритуалы, помогая людям в уходе за своим духом. Инкубация, безусловно, стала значительной частью религиозной жизни древних греков, однако и в этом контексте медицинские аспекты были на первом месте.
Культ Асклепия, бога медицины, способствовал тому, чтобы инкубация стала символом здоровья и исцеления, а не просто способом предсказания смерти. Древнегреческие философы также рассматривали природу сна. Платон, например, чрезмерно интересовался тем, как сны отражают внутренние желания и страхи человека, в то время как Аристотель подходил к этому вопросу с более рациональной точки зрения, утверждая, что сновидение – это не божественные откровения, а результат обобщения опыта и восприятия во время бодрствования. Он писал, что во сне сновидец переживает нечто, что уже было воспринято в реальной жизни, и что сны можно изучать так же, как и другие аспекты человеческого опыта. Эти размышления подчеркивали многообразие восприятия снов, начиная от их мистического характера и заканчивая прагматическим осмыслением как результатом субъективного опыта. Таким образом, понятия, связанные со сном и смертью в представлении древних греков, существовали на одной смысловой плоскости. Эти идеи способствовали формированию как медицинских, так и научных знаний, в то время как спекуляции от огромной жизни накладывались на более широкие культурные и философские интерпретации. С каждым поколением интерес к изучению сна и сновидения не угасал, а становился все более научным, обогатившим философскую и культурную традицию человечества. Сновидения, в свою очередь, играли ключевую роль в религиозных верованиях различных народов. Например, в Библии сны часто служили средством коммуникации между Богом и людьми. Ветхозаветные пророки, такие как Иосиф и Даниил, получали божественные откровения во сне, что подчеркивало их значимость в религиозной традиции. В исламской культуре также присутствует представление о снах как о видениях, которые могут предсказывать будущее или содержать инструкции от Аллаха. С другой стороны, ранние христианские тексты зачастую осуждали толкование снов как форму язычества, в то время как в некоторых случаях сновидения признавались, и их интерпретация считалась делом крайне рискованным, поскольку могла привести к заблуждениям. С переходом к средневековью взгляды на сны трансформировались под влиянием религии. Ожидания скорого конца света и второго пришествия Христа сказались на восприятии снов как формы общения с Высшим. Христианская церковь осуждала многие аспекты толкования снов, называя их суевериями, однако продолжала признавать некоторые пророческие видения. Эпоха Ренессанса, в свою очередь, ознаменовала возвращение интереса к индивидуальному восприятию снов и исследованию их значения. С каждым поколением рос интерес к научному пониманию сна, что в конечном итоге привел к систематичным экспериментам. С 17 по 19 века ученые начали выдвигать новые теории о природе сна, выдвигая гипотезы о физиологических механизмах, стоящих за этим явлением. Среди первых, кто начал систематически изучать сон, была российская врач Мария Михайловна Моносеина. В своих экспериментах она лишала животных сна, описывая негативные последствия для их здоровья. Эти исследования стали основой для понимания важности сна для жизни. Ученые начали проводить аналогичные эксперименты на различных организмах, что стало толчком к признанию сна как важного физиологического процесса. К началу 20 века сон стали воспринимать как область научного исследования. В 1928 году Ганс Бергер изобрел метод регистрации электрической активности мозга – электроэнцефалографию, что открыло путь к объективному изучению процессов сна. Это открытие позволило ученым точно отслеживать изменения в электрической активности мозга во время различных стадий сна, предоставляя важные данные для понимания его особенностей. Одним из наиболее значительных открытий этого периода стало также обнаружение фазы быстрого движения глаз в 1953 году Натаниэлем Клейтманом и его коллегами, связывающие REM-сон с явлением сновидений и открывающие новые горизонты для психологии. Таким образом, с начала своего существования представления о сне претерпели значительные изменения, трансформировавшись от мифологических и философских рассуждений до современных научных теорий. Сны, когда-то считавшиеся таинственными и необъяснимыми, ныне изучаются с использованием передовых методов, а сомнология как наука продолжает развиваться, раскрывая новые тайны человеческого сознания. Что же такое сон? Сон можно рассматривать как важный компонент человеческой физиологии, отвечающий за восстановление организма и поддержание его функций. Чтобы получить более глубокое понимание механизма сна, необходимо рассмотреть его стадии, их функции и роль в процессе восстановления. Начнем с первых стадий сна. Сон делится на два основных типа: сон без быстрого движения глаз, REM-сон, и сон с быстрым движением глаз, REM-сон. Рассмотрим каждую стадию поподробнее. Легкий сон, стадия 1, REM. Эта стадия является первой и занимает всего 5-15 минут. Она представляет собой переходный период между бодрствованием и сном. В этот момент частота сердечных сокращений и дыхание начинает замедляться. Мышцы расслабляются, температура тела падает. Тело может ощущать чувство падения, что иногда приводит к резкому пробуждению за счет сокращения мышц.
Также на этой стадии происходит своего рода тестирование состояния организма на предмет готовности к отдыху. Если вы часто засыпаете очень быстро, то это может быть признаком недостатка сна, который организму необходимо компенсировать. Умеренный сон. Стадия 2. REM. На второй стадии длится 10-25 минут, наблюдается дальнейшее углубление сна. В этом состоянии движение глаз останавливается, и мышцы становятся расслабленными. Сердечный ритм и мозговая активность продолжают замедляться. Эта стадия занимает около 55 от общего процента времени сна у взрослых людей, что делает ее основной для начала процесса восстановления. Эта стадия важна тем, что тело начинает глубокое восстановление, и это становится основой для следующей стадии, погружая организм в состояние, необходимое для более глубокого сна. Глубокий сон. Стадия 3. REM. Стадия 3 или медленный сон считается самой глубокой и длится от 20 до 40 минут. На этом этапе происходит глубокое расслабление физического состояния. Практически отсутствует движение глаз. Наиболее заметными являются медленные волны в электрофизиологии мозга, что указывает на глубокое восстановление. Эта стадия жизненно необходима для полноценного восстановления сил, однако пробуждение в этот период может привести к сильному ощущению разбитости и дезориентации. Также стоит упомянуть, что на этой стадии может наблюдаться лунатизм и сновидение, которые не всегда являются явными или запоминающимися. Уровень кортизола падает, а уровень гормонов, отвечающих за восстановление, повышается. Быстрый сон. REM. После прохождения стадии REM происходит переход к фазе REM, которая характеризуется яркими сновидениями. Этот процесс является парадоксальным, так как мозг в этот период активен, а тело фактически парализовано, чтобы предотвратить выполнение действий, связанных со сном. У REM-сна свои физиологические особенности. Частота сердечных сокращений и дыхания становятся нерегулярными. Уровень артериального давления может варьироваться. За ночь несколько циклов REM могут удлинять свое время, достигая 20-25% от общего времени сна. Таким образом, полноценный цикл сна, который включает стадии REM и REM, повторяется каждые 90-120 минут, и полноценный ночной отдых включает 4-6 таких циклов. С возрастом структура сна и соотношение его фаз претерпевают значительные изменения. Новорожденные дети могут спать до 16-20 часов в сутки, и их сон насыщен фазами REM, необходимыми для созревания мозга. У детей первого года жизни количество сна постепенно уменьшается, и к 1 году жизни они обычно спят около 13 часов, включая дневные сны. Фаза REM сна у детей значительно дольше, чем у взрослых, что связано с активным развитием нервной системы в этот период. Более качественный сон способствует повышенной выработке мелатонина, гормона, который регулирует цикл сон-бодрствования и важен для нормализации сна. Одним из главных факторов, влияющих на сон пожилых людей, является снижение продукции мелатонина в организме. Это может происходить из-за стресса, физических нагрузок и изменения в образе жизни, таких как ненормированный график и недостаток времени для отдыха на свежем воздухе. Наблюдения показывают, что с возрастом продолжительность сна сокращается примерно на 10 минут за каждое десятилетие с 40 до 70 лет. После этого изменений практически не происходит. Люди становятся более восприимчивыми к пробуждениям во время первой фазы сна, что приводит к трудностям с повторным засыпанием, и уменьшается доля REM сна, в то время как поверхностная фаза, или NREM, увеличивается, что снижает эффективность сна. Подытожим, человек проходит через две стадии сна. NREM, то есть не быстрое движение глаз, это 75-80% от общего времени сна, и REM, быстрое движение глаз, 20-25% времени сна. Эти стадии делятся на циклы. Время между циклами составляет около 90 минут, что включает в себя последовательное поступление к стадиям REM и REM. Циркадные ритмы. Циркадные ритмы представляют собой внутренние биологические часы, регулирующие многие физиологические процессы в организме, включая сон, бодрствование и метаболизм. Эти ритмы синхронизируются с циклом света и тьма, воздействуя на нашу жизнедеятельность и общее состояние здоровья. Циркадные ритмы впервые были замечены еще в 18 веке, когда Жан-Жак Артус де Майран обнаружил, что многие растительные процессы происходят в определенное время суток, например, раскрытие и закрытие лепестков. У людей средняя продолжительность циркадного ритма составляет примерно 24 часа и 11 минут с индивидуальными вариациями. Ключевым элементом регулирования циркадных ритмов является супрахиазматическое ядро, расположенное в гипоталамусе. Это ядро, содержащее около 20 тысяч нервных клеток, отвечает за синхронизацию внутренних биологических часов с внешними факторами, такими как свет.
При поступлении яркого света на сетчатку увеличивается активность супрахиазматического ядра, что подавляет выработку мелатонина, гормона, ответственного за чувство сонливости. Вечером, когда цветовая интенсивность уменьшается, активность супрахиазматического ядра снижается, и эпифиз начинает синтезировать мелатонин, позволяя организму подготовиться ко сну. Свет играет важную роль в этой системе. Он воздействует на различные фоторецепторы в сетчатке, включая колбочки и палочки, а также внутренние фоточувствительные ганглиозные клетки, которые чувствительны к коротковолновому свету. Эти фоторецепторы интегрируют информацию о свете и передают ее в супрахиазматическое ядро, что приводит к мельчайшим изменениям циркадных ритмов. На циркадные ритмы влияет не только естественный свет, но и искусственное освещение. Искусственные источники света, особенно синий свет от экранов, могут значительно задерживать циркадные ритмы, что в свою очередь усугубляет качество сна. При этом важно помнить, что действие света на циркадные ритмы может варьироваться в зависимости от времени суток. Утренний свет может ускорять часы, в то время как вечерний замедлять. Современные исследования подчеркивают необходимость учета индивидуальных хронотипов при планировании сна. Хронотипы – это биологические вариации в предпочтениях сна и бодрствования. У большинства людей нормальный режим сна приходится на промежуток с 23:00 до 7:00. Однако, примерно 40% населения имеют свои особенности. Поддержание регулярного графика сна и бодрствования важно для оптимального функционирования этих циркадных ритмов, что в свою очередь влияет на общее качество жизни и психологическое состояние. Необходимо обратить внимание и на влияние городской среды, которая также нарушает природные циркадные ритмы. Искусственное освещение, а также шумы и другие стрессы могут отрицательно сказаться на качестве сна, повышая уровень стресса и способствуя расстройствам. Эффективное управление освещением в ночное время и минимизация воздействия электросвета перед сном могут помочь восстановить полноценный и качественный сон. С учетом вышесказанного, понимание механизмов влияния света и циркадных ритмов на наш организм может стать основой для создания эффективных стратегий улучшения здоровья и качества жизни. Важным аспектом, который также стоит учитывать в контексте физиологии сна, являются гормоны, играющие ключевую роль в регуляции наших циклов бодрствования, сна и отдыха. Гормоны, такие как мелатонин, кортизол и аденозин, создают сложную взаимосвязь, которая влияет на качество и продолжительность сна. Эти биохимические вещества не только диктуют наше ощущение усталости и бодрствования, но и формируют наше общее психоэмоциональное состояние и физическое здоровье. Теперь давайте подробнее рассмотрим сами гормоны сна и их функции в организме. Начнем с мелатонина, гормона, вырабатываемого шишковидной железой, расположенной в центре головного мозга. Его производство тесно связано со световым циклом. В темноте выработка мелатонина резко возрастает, способствуя наступлению сна, а на свету, особенно на яркий свет, она существенно снижается. Этот гормон, часто называемый гормоном сна, играет ключевую роль в регуляции цикла сон-бодрствования, синхронизируя наши внутренние биологические часы с внешним световым циклом. Механизм действия мелатонина многогранен. Он не только регулирует циркадные ритмы, но и предположительно оказывает прямое влияние на терморегуляцию. Считается, что снижение температуры тела под воздействием мелатонина способствует уменьшению возбуждения и, как следствие, наступлению сна. Ранние исследования мелатонина демонстрировали выраженный седативный эффект, но более поздние, более масштабные исследования с использованием полисомнографии показали, что эффект не всегда проявляется у здоровых людей с нормальным сном. Эффективность мелатонина как снотворного средства, скорее всего, зависит от индивидуальных особенностей человека. Он безусловно эффективен при расстройствах сна, связанных с дефицитом собственного мелатонина или значительными нарушениями циркадных ритмов. Влияние мелатонина на эндокринную систему, как правило, незначительно, за исключением возможного повышения уровня пролактина при использовании очень высоких доз. Его гипнотический эффект, вероятно, обусловлен не прямым воздействием на эндокринные медиаторы, а скорее взаимодействием с циркадными ритмами и регуляцией температуры тела. С возрастом уровень мелатонина в организме естественным образом снижается. Это снижение может сопровождаться повышением ночной температуры тела и ухудшением качества сна. Также известно, что некоторые лекарственные препараты, такие как бета-блокаторы и бензодиазепины, могут негативно влиять на выработку мелатонина, что в свою очередь может усугубить проблемы со сном. Продолжим с гормонами сна. Мы уже говорили о мелатонине, гормоне, отвечающем за наступление сна, и косвенно затронули кортизол, уровень которого падает во время глубокого сна. Теперь обратимся к аденозину. Аденозин не гормон в привычном понимании, а специальное вещество, которое накапливается в нашем мозге, пока мы бодрствуем. Представь его как внутренний счетчик усталости. Чем дольше ты бодрствуешь, тем больше аденозина накапливается, и тем сильнее ты чувствуешь себя уставшим и хочешь спать.
Это вещество влияет на активность нервных клеток в мозге, заставляя их работать медленнее, что и приводит к сонливости. Во время сна уровень аденозина постепенно снижается, как будто бы мы сбрасываем счетчик, и вот после сбрасывания счетчика мы чувствуем себя отдохнувшими. Этот процесс важен для восстановления нашего организма. Кофеин, который многие пьют, чтобы взбодриться, блокирует действие аденозина. Он как бы временно отключает сигнал усталости, препятствуя замедлению работы нервных клеток. Но это только временное решение. Накопленный аденозин все равно даст о себе знать, когда действие кофеина закончится. Более того, регулярное использование кофеина может нарушить естественный механизм регуляции сна, приводя к проблемам со сном в долгосрочной перспективе. Поэтому важно получить достаточно сна, чтобы наш мозг мог эффективно очиститься от аденозина и подготовиться к новому дню. Кортизол – это гормон, вырабатываемый надпочечниками в ответ на стресс. Он играет жизненно важную роль в организме, участвуя в регулировании множества процессов, включая метаболизм глюкозы, контроль уровня сахара в крови, регуляцию кровяного давления, поддержку иммунной системы, а также противовоспалительные реакции. В здоровом организме уровень кортизола динамически изменяется в течение суток, следуя естественным циркадным ритмам. Утром уровень кортизола обычно высок, что способствует пробуждению, повышению энергии и готовности к активной деятельности. В течение дня он постепенно снижается, достигая минимальных значений ночью, что необходимо для полноценного отдыха и восстановления организма во время сна. Однако, постоянно повышенный уровень кортизола, часто являющийся следствием хронического стресса, может серьезно нарушить сон и общее самочувствие. Высокий уровень кортизола ночью препятствует засыпанию, вызывает частые ночные пробуждения и снижает качество сна, не позволяя организму достичь глубоких восстановительных фаз сна. Это приводит к ощущению постоянной усталости, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти, раздражительности и повышению тревожности. Кроме того, хронически повышенный уровень кортизола связан с риском развития различных заболеваний, включая ожирение, диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и ослабление иммунитета. Причин для повышения уровня кортизола может быть множество. Наиболее распространенной причиной является хронический стресс, постоянное напряжение, беспокойство, перегрузки на работе или в личной жизни. Также к повышению уровня кортизола могут приводить неправильный образ жизни, недостаток сна, неправильное питание, отсутствие регулярной физической активности, злоупотребление алкоголем или кофеином, медицинские состояния, синдром Кушинга, избыточная продукция кортизола надпочечниками, депрессия, тревожные расстройства. Итак, мой друг, мы разобрались с тем, что такое сон, по крайней мере на физиологическом уровне. Теперь пора поговорить о том, как твой образ жизни влияет на то, как ты спишь. Как мы уже выяснили, стресс и тревожность являются серьезными препятствиями на пути к здоровому и восстанавливающему сну. Постоянное напряжение вызывает выброс кортизола, который, как мы знаем, существенно нарушает естественный цикл сна и бодрствования, препятствуя засыпанию и вызывает частые пробуждения. Это приводит к хроническому недосыпу, негативно сказывающемуся на физическом и психическом здоровье. Поэтому эффективная борьба со стрессом является абсолютно необходимым условием для улучшения качества сна. К счастью, существует множество научно подтвержденных методов, которые помогут нам справиться с этой проблемой и обрести спокойный и восстанавливающий сон. Рассмотрим несколько стратегий борьбы со стрессом. Одним из наиболее эффективных способов снизить стресс и улучшить сон является медитация. Различные техники медитации позволяют успокоить ум и тело, отпустить тревожные мысли и сосредоточиться на настоящем моменте. Некоторые эффективные техники включают осознанную медитацию. Это практика внимательного наблюдения за текущим моментом без оценок и суждений. Вы сосредотачиваетесь на своих ощущениях, мыслях и эмоциях, позволяя им проходить, не пытаясь их контролировать или изменить. Это помогает снизить бесконечный поток мыслей и успокоить нервную систему. Даже 50 минут в день могут дать ощутимый результат. Направленная медитация. Здесь используются аудиогиды, которые ведут вас через различные техники релаксации. Это особенно полезно для новичков, так и предоставляет четкие инструкции и помогает сосредоточиться. Самым удобным, как по мне, аудиогидом является приложение 7 минут медитации Льва Соловьева. Регулярная практика медитации даже по 5-10 минут в день может значительно улучшить качество сна. Начни с коротких сессий и постепенно увеличивай время.
Влияние физических упражнений на сон зависит от времени, интенсивности и продолжительности тренировок. Исследования показывают, что длительные, более 90 минут, интенсивные вечерние тренировки могут негативно сказаться на сне, повышая уровень кортизола и повышая температуру тела, что мешает засыпанию. Исследование, проведенное в Рияде, показало увеличение баллов по SQI, показателя, который оценивает качество сна. Однако, умеренные тренировки средней интенсивности в другое время суток обычно улучшают качество сна, снижая показатели по SQI. Найди оптимальный для себя баланс. Экспериментируй со временем и интенсивностью тренировок. Старайся тренироваться в дневное или в утреннее время. Йога сочетает физические упражнения с медитацией и дыхательными техниками, что помогает снизить уровень стресса, улучшить качество сна и физическое состояние организма. Дыхательные техники, такие как глубокое диафрагмальное дыхание или пранаяма, помогают активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за состояние покоя и расслабления. Ты можешь для начала попробовать дыхательную технику Вима Хофа, а после решить, подходит оно тебе или нет. Творчество, арт-терапия. Любая творческая деятельность, рисование, вышивание, оригами, игра на гитаре снижает кортизол и помогает отвлечься от стресса. Важно заниматься этим свободно и без давления. То есть тебе не обязательно заниматься этим каждый день и заставлять себя этим заниматься. Ты должен делать это в свое удовольствие. Выйди из комнаты и погуляй с друзьями. Пренебреги советом старого поэта. Можешь и один, но смех и социальный контакт повышает эйфорию и выработку эндорфинов, что понижает кортизол, что в свою очередь повышает качество сна. В дополнение к основным методам существуют альтернативные подходы, которые могут помочь снизить уровень стресса и улучшить сон. Правильное питание, богатое витаминами и минералами, необходимыми для здоровья надпочечников. Витамины В6, В5, С, кальций, магний, калий, марганец и цинк. Адаптогены, такие как ашваганда и магнолия. Стоит учесть, что ашваганда запрещена к продаже в России. Они помогают организму лучше справиться со стрессом. Добавки, такие как фосфатидилсерин, N-ацетилцистеин и 4-амино-3-фенибутановая кислота, которые могут помочь снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Итак, мы уже обсудили, как стресс и физическая активность влияют на твой сон. Теперь давай попробуем поговорить о том, как на твой сон влияют социальные факторы. Качество твоего сна тесно связано с тем, как ты общаешься с окружающими и насколько полноценна твоя социальная жизнь. Одиночество, недостаток общения, расстройство социальных часов могут серьезно повлиять на твой циркадный ритм и, следовательно, на сон. Представь себе, ты проводишь вечера в изоляции, без живого общения, в окружении экранов, твой мозг не получает достаточно сигналов о том, что пора заснуть, потому что твой организм не получает естественных социальных стимулов. В результате твой внутренний будильник сбивается, засыпание становится сложнее, а сон менее глубоким и восстанавливающим. С другой стороны, слишком активная социальная жизнь, особенно поздним вечером, может также негативно отразиться на сне из-за повышенного возбуждения и позднего укладывания спать. Важно найти баланс. Здоровое общение с близкими людьми, приятные социальные контакты помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение, что благотворно влияет на сон. Попробуй спланировать свой день так, чтобы вечер был временем спокойного отдыха и общения с теми, кто тебе дорог, избегая перегрузки информации и сильных эмоциональных переживаний перед сном. Обрати внимание на то, как ты чувствуешь себя после разных социальных мероприятий. Возможно, один вид общения благотворно влияет на сон, а другой наоборот. Отлично. А что дальше? А дальше поговорим о том, как питание может улучшить или ухудшить качество твоего сна. Недавнее исследование показало, что ужин, съеденный менее чем за 3 часа до сна, может привести к увеличению количества ночных пробуждений. Группа ученых из университета Сиднея опросила 793 студента и обнаружила, что те, кто ужинал слишком поздно, просыпались ночью чаще, чем те, кто ужинал за 3 или более часов до сна. Но несмотря на то, что поздний ужин увеличивает количество пробуждений, он обычно не влияет на общее время сна или время засыпания. Это важный момент, который нужно учитывать. Если ты тратишь много времени на то, чтобы уснуть, то тебе стоит все-таки обратить на это внимание. Далее давай обсудим влияние общей диеты на сон. Различные продукты по-разному влияют на наш организм, и это, разумеется, сказывается на качестве сна. Высокое содержание углеводов в вечерней пище может привести к ухудшению, в то время как диета, богатая овощами и рыбой, наоборот, к положительному влиянию. Например, употребление киви за час до сна может улучшить его качество и продолжительность, а вишневый сок, благодаря высокому содержанию мелатонина, может помочь быстрее уснуть. Нет универсальной идеальной диеты для всех, но существуют общие принципы, которые помогут улучшить сон. Ключевым аспектом является баланс макронутриентов, белков, жиров и углеводов.
Высокое потребление углеводов, особенно рафинированных, белый хлеб, сладости, обработанные продукты, может привести к скачкам уровня сахара в крови. Эти скачки, за которыми следует резкое падение, могут вызвать ночные пробуждения и беспокойный сон. Предпочтительнее выбирать сложные углеводы, которые усваиваются медленнее и обеспечивают более стабильный уровень сахара в крови. К сложным углеводам относятся цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, однако и их употребление лучше ограничить перед сном. Белки содержат триптофан, аминокислоту, которая является предшественником мелатонина и серотонина. Небольшое количество белка в вечерней пище может быть полезным, но важно не переусердствовать, так как чрезмерное потребление белка перед сном может быть стимулятором. Лучше всего получать белок из нежирных источников, таких как рыба, курица или бобовые. Здоровые жиры, такие как ненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и омега-6, содержащиеся в орехах, семенах, авокадо и жирной рыбе, важны для общего здоровья и могут способствовать более спокойному сну. Однако важно избегать потребления большого количества насыщенных и трансжиров, которые могут негативно сказаться на качестве сна. Как уже говорилось, поздний ужин может нарушать сон. Лучше поужинать за 2-3 часа до сна, чтобы дать пищеварению достаточно времени для завершения. Если вы чувствуете голод перед сном, лучше перекусить чем-нибудь легким, например, небольшим количеством йогурта или фруктов. Избегайте тяжелых, жирных и острых блюд на ужин. Важно достаточное потребление воды в течение дня. Не менее 1,5 литра взрослому человеку при любых условиях, но обильное питье перед сном может привести к ночным пробуждениям из-за необходимости посещения туалета. Обработанные продукты, алкоголь и кофеин следует ограничить или полностью исключить из вечернего рациона, так как они могут нарушить сон. Алкоголь, несмотря на то, что может вызвать сонливость, на самом деле ухудшает качество сна во второй половине ночи. Кофеин остается в организме несколько часов, препятствуя наступлению и поддержанию глубокого сна, так как является блокиратором ощущения усталости. Давай теперь поговорим о БАДах, которые обещают улучшить сон. Важно сразу оговориться, никакой БАД не заменит здорового образа жизни, включающего правильное питание, достаточную физическую активность и гигиену сна. Все эти добавки лишь потенциально могут помочь, если у тебя есть проблемы со сном, но не являются панацеей. И что крайне важно, перед применением любого БАДа проконсультируйся с врачом. Пожалуйста. Спасибо. Результаты исследований эффективности БАДов для улучшения сна неоднозначны. Метаанализы показывают, что некоторые добавки могут оказывать некоторые положительные воздействия на субъективное качество сна, то есть на то, как ты сам оцениваешь свой сон, но объективных данных, полученных с помощью полисомнографии, значительно меньше. Например, мелатонин, который мы уже разобрали, который регулирует циркадные ритмы, часто используется для борьбы с бессонницей. Исследования показывают, что он может сократить время засыпания или улучшить качество сна у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от джетлага или нарушений циркадных ритмов. Однако эффективность мелатонина варьируется, и у некоторых людей он может вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, сонливость в течение дня или тошнота. Важно выбирать низкие дозировки и принимать мелатонин за несколько часов до сна. Высокие дозы и прием непосредственно перед сном могут привести к негативным последствиям. Аминокислоты, такие как триптофан и глицин, также исследуются на предмет их способности улучшать сон. Триптофан, как мы помним, является предшественником серотонина и мелатонина, а их достаточный уровень важен для здорового цикла сна и бодрствования. Недостаток может приводить к нарушениям сна. Глицин же может снижать температуру тела и способствовать расслаблению. Некоторые исследования показывают, что прием этих аминокислот может улучшать качество сна. Триптофан содержится во многих продуктах, например, в индейке, рыбе, яйцах, молочных продуктах и бобовых. Однако его усвоение зависит от многих факторов, и эффективнее он усваивается вместе с углеводами. Витамин D также связан с улучшением качества сна. Дефицит витамина D распространен, и его корреляция с нарушениями сна подтверждена некоторыми исследованиями. Однако нельзя сказать однозначно, что прием витамина D гарантированно улучшит твой сон. Магний – важный минерал, участвующий в регуляции множества функций организма, включая сон. Некоторые исследования указывают на связь между дефицитом магния и проблемами со сном. Однако, как в случае с другими БАДами, доказательства эффективности магния для улучшения сна не являются абсолютными и требуют дополнительных исследований. В заключение я процитирую одного бородатого дворфа. Важно ее употребить правильно. То есть, если вы будете ее пить в самом начале, до еды, вам будет очень дискомфортно. Если вы будете ее пить после еды, вам тоже будет дискомфортно. Если вы будете пить в середине еды, вам тоже будет дискомфортно, потому что ты лох, сынок, что ты думал, блядь, что ты ебаную капсулку выпьешь, блядь, и станешь мужчиной, тебе станет легко жить, блядь. Это война, здесь убивают. Итак, когда-то давно мы разобрали, как работают наши внутренние часы, циркадные ритмы и как на них влияют свет и окружающая среда.
Помнишь ведь? Теперь перейдем к практическим шагам, которые помогут тебе настроить эти ритмы на оптимальный режим и обеспечить тебе качественный сон. Первый и, пожалуй, самый важный шаг – это выработка регулярного режима сна. Как показал систематический обзор Жан-Филиппа Шапута, который мы рассматривали в введении, более ранний отход ко сну и постоянство во время засыпания и пробуждения напрямую связаны с улучшением здоровья. Забудь о спонтанности. Постарайся ложиться спать и просыпаться каждый день в одно и то же время, даже в выходные. Да, я знаю, это может показаться сложным, особенно если ты привык к хаосу. Но поверь, это того стоит. Твой организм – это сложная машина, и ей нужен стабильный график, чтобы работать как часы. Даже небольшая нерегулярность, так называемый социальный джетлаг, может привести к негативным последствиям для здоровья. Запомни, регулярность – это ключ к успеху. Не так страшно ложиться спать поздно, как ложиться постоянно в разное время. Следующий важный фактор для здорового сна – освещение. Свет играет ключевую роль в регулировании циркадных ритмов. Центральный дирижер – супрахиазматическое ядро гипоталамуса, получающее информацию о внешнем освещении через ретино-гипоталамический тракт и взаимодействующий с другими частями мозга, включая ядра шва, выделяющие серотонин, и шишковидную железу, продуцирующую мелатонин. Днем тебе нужно обеспечивать себе яркое освещение, чтобы подавить выработку мелатонина и поддержать бодрость. Проводи больше времени на улице, естественный свет, особенно с высокой коррелированной цветовой температурой, наиболее эффективен для синхронизации циркадных ритмов. Открывай шторы. Используй яркое освещение дома. Исследование влияния дневного светового воздействия на офисных работников показало, что высокий утренний циркадный стимул связан с улучшением качества сна, уменьшением латентности засыпания, особенно зимой, и снижением депрессии. Даже дневной циркадный стимул помимо утреннего положительно влияет на эти показатели. Важно понимать, что просто наличие естественного света не гарантирует достаточный уровень ЦС. Вечером же нужно тебе максимально ограничить воздействие яркого света, особенно синего спектра, который наиболее чувствительны внутренние фоточувствительные ганглиозные клетки сетчатки, экспрессирующие меланопсин. Используй шторы Blackout, создающие полную темноту в спальне. Если это невозможно, замени их маской для сна. На Валберес можно найти за 200 рублей. Перед сном избегай синего света от экрана смартфонов, планшетов и компьютеров. Используй приложения, регулирующие цветовую температуру экрана, такие как Flux или Twilight, для уменьшения воздействия синего света. Даже небольшое количество синего света может существенно повлиять на выработку мелатонина и на качество твоего сна. Важно отметить, что влияние света на циркадные ритмы, сон, настроение достаточно сложное. Существуют две основные реакции на свет – острое подавление мелатонина и сдвиг фазы циркадных ритмов. Эти эффекты могут быть разделены и не всегда коррелируют. Влияние света зависит от времени воздействия и цветовой истории предыдущего воздействия света. Кроме того, сон регулируется взаимодействием циркадного ритма бодрствования и гомеостатического давления сна. Яркий свет во время бодрствования, как показало исследование с вынужденной десинхронизацией, значительно увеличивает мощность дельта-волн, показателя глубокого сна, независимо от фазы циркадного ритма. Этот эффект сильнее, когда сон приходится на циркадную фазу бодрствования. Субъективно участники оценивали качество сна как лучшее после взаимодействия яркого света. И, наконец, создай себе комфортную среду для сна. Начнем с температуры спальни. Как показал один обзор, оптимальная температура для сна составляет около 18-20 градусов Цельсия, но это лишь среднее значение, индивидуальные предпочтения могут варьироваться. Один человек мерзнет при 20 градусах, а другой потеет. Поэтому поэкспериментируй, чтобы найти свою идеальную температуру. Начни с рекомендованного диапазона, а затем постепенно повышай или понижай температуру на 1-2 градуса, наблюдая за своим сном. Записывай, при какой температуре ты лучше всего спишь, чтобы в будущем всегда поддерживать комфортный температурный режим. Следующий важный фактор – это уровень шума. Шум – враг хорошего сна, и это подтверждается многими статьями. Даже не громкий, но постоянный шум, например, тиканье часов или гул с улицы, может мешать тебе заснуть и вызывать частые пробуждения. Если ты живешь в шумном месте, использование берушей – это просто необходимое условие для качественного сна. Выбери беруши из подходящего материала – силикон, пена, воск. Экспериментируй, чтобы найти более комфортный и эффективный вариант. Если беруши не подходят, попробуй использовать белый шум или звуки природы. Специальные приложения или устройства, генерирующие монотонные звуки, которые маскируют другие шумы и создают более спокойную атмосферу. Поэкспериментируй с разными типами звуков, чтобы найти тот, который подходит тебе больше всего. Помни, что полная тишина не всегда является оптимальным вариантом для сна. Некоторый фоновый шум может быть даже полезен. Теперь поговорим о постельном белье. Не жалей денег на качественный матрас, соответствующий твоим анатомическим особенностям и весу. Обзор, который я изучил, подробно описывает, как правильный матрас может улучшить качество сна и уменьшить боль в спине. Некоторые предпочитают жесткие матрасы, другие мягкие. Обзор будет находиться в списке литературы. Попробуй
различные варианты, прежде чем сделать окончательный выбор. Обрати внимание на материалы матраса: латекс, пена с памятью формы, пружинный блок. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Помимо матраса, очень важны простыни и подушки. Помни, что хлопок идеально подходит для теплой погоды, а шерсть для холодной. Лен прекрасный вариант для лета, а фланель для зимы. Также удели внимание размеру и форме подушки, чтобы поддержать правильное положение головы и шеи во сне. Экспериментируя с разными вариантами, ты найдешь идеальное сочетание, которое обеспечит тебе максимальный комфорт. А теперь краткая глава с дополнительными стратегиями. Во-первых, дневной сон. Несмотря на распространенное мнение, используемый мною обзор демонстрирует его значительную пользу для людей, занимающихся спортом. Исследования показывают улучшение физических и когнитивных показателей для поспавших 20-90 минут в период с 13 часов до 16, как у хорошо отдохнувших, так и у испытавших дефицит сна атлетов. Дневной сон способствует улучшению физической работоспособности, скорости реакции внимания, снижению уровня усталости и улучшению настроения. Во-вторых, мастерство быстрого засыпания. В интернете есть множество стратегий для засыпания. Разберем несколько эффективных методик. Метод военных по книге Ллойда Бат Уинтера состоит из таких пунктов. Расслабьте лицо и мышцы рта. Понизьте плечи, расслабьте руки. Выдохните, расслабляя грудь. Расслабьте ноги. Очистите разум, представляя успокаивающую сцену, или повторяйте «не думай» на протяжении 10 секунд. Дыхательная техника 4-7-8, разработанная доктором Эндрю Вейвом, включает в себя такие этапы. Вдыхайте через нос на 4 секунды. Задержите дыхание на 7 секунд. Выдыхайте через рот через 8 секунд. Повторяйте 4 цикла. Есть и другие техники, такие, например, как прогрессивная мышечная релаксация, парадоксальное намерение и визуализация. Все они помогают в засыпании. Выбор оптимальной методики индивидуален и требует экспериментирования. В-третьих, ведение дневника сна. Как указано в одной статье, систематический учет сна и сопутствующих факторов позволяет выявить закономерности и корреляции, влияющие на качество сна. Дневник сна должен содержать информацию о времени засыпания и пробуждения, о общем времени сна, уровне дневной сонливости, приеме лекарственных препаратов, употреблении кофеина и алкоголя, физической активности и других факторов, способных повлиять на сон. Анализ данных дневника сна, собираемый в течение недели или более большого периода, позволит идентифицировать проблемные области и разработать индивидуальную стратегию улучшения качества сна. И быстренько мини-гайд чисто на импровизации. Как подготовить место ко сну. Открываем окно и дверь, чтобы комната проветривалась, был свежий воздух и более низкая температура. Выключаем холодные источники света. Принимаем теплый душ, закрываем окно, читаем какую-нибудь бумажную книгу, медитируем, что-нибудь расслабляющее. Можем просто с девочкой пообниматься, в принципе, но не до возбуждения, если что. Дальше ложимся спать. Профит. Наконец-то заключение. Заключение я сделаю, наверное, полностью на импровизации. Этот гайд, как я надеюсь, предоставил комплексный подход к улучшению качества сна, основанный на научных данных. Мы рассмотрели множество тем, физиологию сна, включая стадии, циклы, роли циркадных ритмов и ключевые гормоны, короче, мы рассмотрели. Я попытался подчеркнуть стресс, там, образ жизни, физическая активность, социальные факторы, питание, ну и все вот такое вот. Ну, кроме того, мы попытались обсудить важность режима гигиены сна, ну, то есть поспать в холодненькой комнате, свет убрать, ну, вы понимаете. Все самое важное. Надеюсь, я хотя бы чем-то тебе помог, дружище. И призываю тебя попробовать все мои предложенные рекомендации, хотя бы парочку, и поделиться своим опытом. То есть, ну, вдруг кому-то поможет то, что ты нашел. Вот я что-то не рассказал, а ты нашел это, тебе это помогло, поделись этим в комментариях, если этот ролик кто-то посмотрит. И до встречи, искатель. Помни, ищущий да обрящет.